Roborock S7 Max Ultra. Промежуточный вариант между старым S7 Max V Ultra и новым Q-Revo. Инженеры еще не додумались до боковой выгрузки и мопов. S7 Max Ultra моет виброшваброй и по старинке выгружает через раструб. Но уже заменили активную камеру с ИИ на более простую камеру структурированного света. В док-станцию уже добавили фен для сушки салфетки, а на коробке уже нарисовали 5500 паскалей, что в сочетании с легендарным рабочим блоком 7 серии выглядит весьма перспективно. Насколько актуален Roborock S7 Max Ultra в 2024 году и как он себя чувствует в компании других all-in-one производителя? Проведем тесты и попробуем разобраться. Первым делом из коробки выпрыгивает руководство по началу работы. Большой лист бумаги всегда пригодится в хозяйстве. Следом извлекаем пылесос, о нем поговорим чуть позже. Станция самоочистки типа полугараж и аксессуары для нее. Пандус для заезда пылесоса, запасной мешок, еще один уже в станции, адаптер с евровилкой, дополнительная мини-инструкция и книжечка на русском языке. В комплект поставки, как всегда, входит только то, без чего робот не сможет работать. Благо, расходники представлены на Яндекс.Маркете. Они такие же, как у модели S7 Max V. Характеристики Roborock S7 Max Ultra примерно такие же, как у Roborock Q-Revo, за исключением объема резервуаров. Бак S7 Max Ultra вдвое больше, пылесборник чуть меньше. Ценник впечатляет, но это Roborock, и дешево стоить он не будет. Подсластить эту пилюлю сможет только подарок от Best Robot. Раз в месяц среди подписчиков телеграм-канала мы разыгрываем какую-нибудь вертикалку, робота или мойщика окон. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. В плане дизайна S7 Max Ultra типичный робот 7 серии. Глянцевая крышка, хорошо, что она белая. Лидар с 3 кнопками, клеммы в бампере. Между ними трапециевидное окно с камерой структурированного света, а сбоку отдельное окошко для бокового датчика. Такая же навигация, как у Roborock Q-Revo. На корме парковочный ролик, приемник сигналов базы и стыковочный порт бачка. Выдувная решетка на левом боку. Пылесборник в форме коробочки. Клапана во впускном отверстии, как у пылесоса в Dreamy, здесь быть не может, поскольку выгрузка происходит обратным ходом через это же самое отверстие. Небольшой люк сбоку используется для подсоса воздуха во время самоочистки. Фильтрация одинарная через HEPA-фильтр, его можно промыть под краном. Набор рабочих инструментов S7 Max Ultra хорошо нам знаком по предыдущим роботам производителя. Ведущие колеса с вездеходным протектором, 4 датчика поверхности, у Roborock S7 Max V их было 6, но, как показывает практика, 2 дополнительных датчика никаких преимуществ не дают. Рядом с поворотным роликом притаился датчик обнаружения ковра. Торцевушка с мягкими метелками. При желании ее можно заменить на резиновую 5-лучевую от Roborock S7. Фирменный рабочий блок с адаптивной подвеской. Она повторяет рельеф пола и обеспечивает надежное присасывание к ковру. Под рамкой практичный резиновый валик. Волосы наматываются только у легкосъемных торцов. Сзади размещается несъемный держатель салфетки с единственным вибросегментом. У S8 Pro Ultra добавляли дополнительный вибросегмент, но практической разницы выявить не удалось. Один сегмент – нормальный рабочий вариант. Теперь пару слов о станции. Она широкая, с доком самоочистки и расположенными в ряд контейнерами. Крайний для грязной воды, посередине для чистой и мешок под колпаком. Легко вынимать, легко устанавливать. Самоочистка работает следующим образом. Сначала робот пятится по трапу задом, пополняет стройный бачок и ставит салфетку над поддоном. Ролик бегает из стороны в сторону, чистит и полощет микрофибру. Поддон при этом остается практически чистым, поскольку грязь накапливается в специальной ванночке с сеткой. Эти инструменты нужно время от времени извлекать, промывать под краном, а поддон вытирать салфеткой. Завершив процесс промывания, робот выезжает со станции. Разворачивается и паркуется передом. В таком положении он подзаряжается, выгружает мусор и обдувает салфетки теплым воздухом, поступающим через вот эти прорези. Перед следующим рабочим циклом робот выезжает со станции, опять заезжает задом, чтобы смочить салфетки, и только после этого приступает к уборке. Начинаю уборку. Из-за сложной компоновки пылесосу приходится тратить время на парковку разными сторонами корпуса, хотя без этого можно было и обойтись. К примеру, у более современного Q-Revo эта проблема решена за счет боковой выгрузки мусора. На задней панели станции есть кабель-канал для излишков шнура питания. Под затычкой скрываются разъемы для обслуживания в сервисном центре. А вот разъемов для подключения к водопроводу не предусмотрено. Менять воду придется вручную.
3-литрового резервуара должно хватить на 9 комнат, с учетом пополнения встроенного бачка пылесоса и с учетом полоскания после каждой комнаты. Для управления понадобится фирменное приложение Roborock. Сканируем код под крышкой, зажимаем кнопки, как показано на смартфоне. Вводим параметры сети, далее подключить, и через минуту уже все готово. Разобраться в управлении легко, потому что S7 Max Ultra полностью русифицирован, включая голосовой ассистент. Блокировка от детей отключена. Кнопки разблокированы. Набор возможностей мало чем отличается от Roborock S8 Pro Ultra. Список функций на экране. Отдельно расскажу лишь о некоторых из них. Параметры уборки можно детально настроить для каждой комнаты, включая направление укладки ламината, чтобы робот вытирал полы максимально эффективно. Алгоритм движения тоже можно корректировать. Режим быстрой уборки, как по мне, бесполезен. В нем пылесос пробегает квартиру от края до края, игнорируя границы комнат. Не могу представить, для чего это может понадобиться. Если у вас фантазия получше, напишите свой вариант в комментариях. Режимы протирки пола куда более полезны. Во время тщательной уборки пылесос перемещается плотными зигзагами, на каждом проходе перекрывая обработанные зоны и таким образом улучшая итоговый результат. А в режиме «Тщательно плюс» еще и снижает скорость движения, чтобы мыть максимально качественно. Поведение на коврах тоже можно регламентировать, чтобы робот автоматически повышал мощность, пылесосил ковер в конце или в начале уборки, поднимал салфетку, объезжал ковер или вибрировал на нем шваброй, что весьма сомнительно. Ковры отображаются на карте, причем достаточно точно. Остается только навести границы в специальном редакторе, хотя можно и без этого обойтись. Настройки станции такие же, как у Roborock S8 Pro Ultra. Интервал промывания можно варьировать от 10 до 50 минут, либо установить после каждой комнаты. В теории расход воды зависит от выбранного режима. Экономия, сбалансированный и глубокий, но по факту никаких отличий нет. В любом режиме станция тратит 300 мл на одно полоскание. Возможно, это недоработка программного обеспечения, которая будет устранена в будущих обновлениях. В отличие от S8 Pro Ultra, здесь нет ползунка со сведениями о питомце. Повлияет ли это на определение продуктов его жизнедеятельности и прочих опасностей, узнаем прямо сейчас. В процессе тестирования подопытный аккуратно объехал горшки черного и белого цвета, а также большую имитацию экскрементов. Кроссовку и носки хоть и видит, но задевает при маневрировании. Не критично, но все-таки нежелательно. Сетевой фильтр замечает с переменным успехом. В одну сторону объехал, в другую протаранил. А вот что точно нужно убрать с пола, так это весы и зарядное устройство для телефона. Даже если провод скручен в моток, робот все равно его не видит. Мелкие сюрпризы тоже игнорируют. Запускать пылесос до прихода домой небезопасно. Часть предметов S7 Max Ultra обозначил на карте конусами, часть ножками мебели. Интеллект у этой модели на среднем уровне. Примерно такой же, как у Q8 Max или у Q-Revo, так как технология одна и та же. С градсмейстерами типа S7 Max V подопытный не сравнится. Ночных преимуществ у камеры структурированного света в данном случае выявлено не было. В темноте робот подвинул зарядку, повозил маленький сюрприз, поскакал на весах и утащил сетевой фильтр под шторы. Но хотя бы с навигацией на местности все в порядке. Даже с отключенной камерой пылесос почти все сделал правильно. Обмел шторы, хотя для кого-то это недостаток. Строго по линии прошел вдоль плинтусов. Затем начал нарезать пространство зигзагами. Когда S7 Max Ultra нашел черный ковер, он повысил мощность, полностью его пропылесосил и лишь затем возобновил уборку на ламинате. Коробку заметил и обмел. Ножки мебели с переменным успехом. В 2 из 3 врезался с разгона, с 3 был деликатен. Основание сушилки с выключенной камерой не видит, но переезжает без проблем. Но даже если камеру включить, попыток перебраться через трубки пылесос не оставляет, зато ножки мебели обходит без столкновения. Проходимость порогов стандартная. 15 мм берет легко, на 20 мм может долго висеть, но в конечном счете переваливается. Не зря в редактор добавили зоны с труднопреодолимыми порогами. Батарейка S7 Max Ultra весьма эффективна. На максимальной силе всасывания ее хватило на 103 минуты, причем когда робот отправился на станцию, у него оставалось еще 20% заряда. За указанное время подопытный обработал 109 квадратов и собрал немало мусора. Здесь примерно 15% кота, бумажки, крошки и прочая мелочевка. Шумит стандартно. От 55 дБ в тихом режиме до 71 дБ в режиме Max+. Roborock Q-Revo и его 58 дБ на максималках по-прежнему остается исключением из правил. При этом у Q-Revo была более высокая сила всасывания. В нескольких местах даже 10 мм вытягивал.
S7 Max Ultra в щелевом тесте основательно зачистил 2 мм, уверенно 4 и 6 мм. В остальных щелях до дна не достал. Такой же рабочий блок, такая же сила всасывания, а сосет хуже. Из пылесосов 7 серии это самый слабый результат, хотя большинство конкурентов даже на такой не способны. К примеру, Dreamy L10 Ultra при сопоставимых характеристиках осилил только 2 и 4 мм. Мощности S7 Max Ultra вполне хватает для качественной уборки. На ламинате большую часть работы пылесос сделал с первого же прохода. Обратите внимание, насколько качественно выметает торцевушка. У плинтуса практически чисто. По итогу несколько крупинок потерялось в середине загона и небольшие кучки притаились в углах. 2 сантиметра робот оставляет неочищенными из-за круглой формы бампера. Резиновый валик не загребает песок, но с этой задачей справляется вакуумное разрежение. Там, где проходит рабочий блок, стенд совершенно чистый, но в периферийных зонах есть недоработки. Та же проблема на ковролине. Жесткая пятилучевая щетка S7 Max V справляется с периметром лучше, особенно если речь идет о крупных соринках. На основном пространстве у S7 Max Ultra тоже попадаются крошки и крупинки. Средний ковер пылесос прочесал основательно. С поверхности собрал почти все. Какие-то соринки загладил на первом проходе, но достал при движении перекрестными зигзагами. По итогу на мохнатом ковре S7 Max Ultra показал топовый результат. В остальных тестах немного не дотянул до собратьев из 7 серии Roborock. После тестов валик практически чистый. Немного волос намоталось у торцов. Проводить ревизию можно не чаще 1 раза в неделю. Одновременно с сухой уборкой S7 Max Ultra моет пол. Сам предварительно смачивает салфетку, выполняет промежуточные и завершающие полоскания, а затем еще и сушит горячим воздухом, чтобы не было плесени. Кофейные пятна пылесос отмыл с 2 проходов. Еще 2 понадобилось, чтобы доработать по периметру. Но без обхода кромок, как у Dreamy L10S Ultra, и без выдвижного мопика, как у Roborock Urevo Max V, на многое рассчитывать не приходится. 7 см вдоль стен и до 15 см в углах остаются грязными. Такая же ситуация с пятнами сока. За 4 прохода качественно отмыл середину стенда, но по краям выразительные следы, как будто салфетка их вообще не касалась. Грязевой тест пройден с тем же успехом. За 2 прохода подопытный размазал грязь по стенду и забил микрофибру землей. После полоскания отмыл большую часть разводов даже в узких местах рядом со станцией, но тут и там видны коричневые полосы, особенно у правого борта. С 3-го запуска в центре натер до блеска, следы остались только по краям. Присохший кетчуп оказался серьезным испытанием. Прижимная сила и обильное смачивание не самые высокие, поэтому на оттирание таких пятен потребовалось 8 проходов, и то остались огрехи. Для бытовых условий влажной уборки S7 Max Ultra достаточно, но по эффективности она все-таки немного уступает другим пылесосам серии. После кофейного теста салфетка примерно на 30% окрасилась бежевым. Левый край выглядит более грязным, но правый тоже поработал. Возвращаем робота на пол, он аккуратно паркуется в док и докладывает. Начинаю промывать салфетку. После чего включается миксер, сосед начинает сверлить за стеной, а потом кто-то чистит раковину вантусом. Наслаждаемся этими звуками 4 минуты и смотрим результат. До конца отмыть кофе не удалось, по всей микрофибре бежевый налет. После сочного теста зеркальная картина. Правый край более грязный, левый менее. Любопытно, что зона вибросегмента, которая в теории должна была взять на себя основной удар, практически чистая. Самочистка существенно улучшила состояние микрофибры. В целом она выглядит чистой. Но при стирке в раковине удалось намыть немало грязи. После земляного теста салфетка основательно забилась землей, особенно левая сторона. Отправляем робота на станцию, слушаем чарующие звуки и смотрим результат. Кромки остались недостиранными, особенно слева впереди. Там прямо грязь видна перед окантовкой, в остальном более-менее чисто. Хотя ручная стирка, конечно, дала больше. Цвет отжимаемой жидкости говорит сам за себя. После кетчупа салфетка стала рыжей. Неравномерно, но большая часть площади работает. После самоочистки насыщенность рыжего цвета снизилась до кофейно-оранжевого. Но загрязнение такого рода без моющего средства удалить не получится. Здесь поможет только старательная стирка вручную, либо стиральная машина. В целом, самоочистка у этой модели реализована на среднем уровне. При ежедневной уборке робот поддерживает салфетку в нормальном состоянии, но раз в неделю нужно проводить ревизию, очищать рабочие инструменты, стирать салфетку, приводить в порядок станцию. Как видите, после экстремальных тестов пандус в ужасающем состоянии. Его можно снять и промыть под краном вместе с роликом и ванночкой. Остальные элементы станции протираем влажной тряпкой. Дополнительно я проверил сушку.
К ней вопросов нет. Вот как выглядит салфетка через 2 часа после уборки. Она полностью сухая. Осталось проверить, как опустошается пылесборник. Для начала ставим на место контейнер с мусором, собранным в доме, и запускаем самоочистку. В максимальном режиме выгрузки станция гудит в течение 30 секунд, а уровень шума достигает 80 дБ. Стандартный показатель. По завершению самоочистки станция любезно отпускает пылесос, чтобы нам было удобно доставать контейнер. Как это мило с ее стороны. В пылесборнике ни волоска, даже HEPA-фильтр немного очистился. При первом приближении все неплохо, но мы, конечно, проведем испытания с разными типами загрязнителей. 100 грамм семечек забили контейнер под завязку, но станцию это не смутило, забрала все без остатка. 100 грамм песка занимают меньше места, результат снова отличный, осталась жалкая щепотка на дне. С рисом и горохом у станции Роборок бывают трудности, и станция 7 Max Ultra не стала исключением. Третья часть крупы осталась в пылесборнике. Наполнитель – самый сложный тест. Чудо не произошло, только 53%, и это лучший результат с 2 попыток. Конечно, станции 7 Max Ultra не удалось обновить рекорд all-time рейтинга, но показатели адекватные, для бытовых условий хватит за глаза. Дополнительно был проведен тест с шерстью, как с основным типом загрязнения, если в доме питомец. Несмотря на выгрузку через раструб, проблем не возникло, все собрано без остатка. Подведем итоги. Роборок S7 Max Ultra порадовал фирменным качеством сборки. Пылесос приятно держать в руках, еще приятнее смотреть, как он убирает. Ковры на карте отображаются максимально точно, есть куча настроек на все случаи жизни. Определение предметов хромает, наедине с котом оставлять пылесос не следует. Сила всасывания чуть меньше, чем у других роботов серии. Качество сухой уборки высокое, может глубоко прочесать средний ковер. Качество влажной – среднее. Выгрузки мусора и промывания салфетки достаточно для бытовых условий. Согласно системе оценки Best Robot, Роборок S7 Max Ultra набрал 104 балла, столько же, сколько S8 Pro Ultra. Выше в рейтинге только Роборок Юрева с мопами и Dreamy L10S Ultra с активной камерой. S7 Max Ultra – однозначно стоящий пылесос, но целесообразность его покупки зависит от цены в момент времени. На момент подготовки обзора его можно взять за 76 тысяч. Это, конечно, поинтереснее, чем S8 Pro Ultra за 90 тысяч, но не так интересно, как Роборок Юрева за 65. Заходите в телеграм-канал, где я мониторю цены и выбираю лучшие предложения. Спасибо, что поставили лайки под этим роликом, а на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых встреч!